бойтесь, приезжайте в Грузию. Здесь вы 100% найдете единомышленников, найдете близких по духу людей. Когда меня спрашивают, ну а как ты в Грузии, а какая это Грузия, я говорю, слушайте, ребят, ну вы видели, например, чтобы в Украине днем мужчины в ресторане танцевали гопак, например? Ну вы видели? Я за Наташей. Красотка, видите, какая идет. Ну давай, рассказывай, чем ты занимаешься? Мы сейчас к твоему офису дойдем, Да, нет? да, дойдем, сейчас прогуляемся, здесь недалеко. Чем я занимаюсь? Я персональный байер и стилист. Что это значит? Это... Человек. Стилист. Я занимаюсь подбором и покупкой одежды из Европы и из Америки для своих клиентов. Зачем вообще нужна такая профессия? Затем, что в Батуми на самом деле достаточно небольшой ассортимент одежды, да, в основном здесь представлены там грузинские и турецкие бренды. Для тех девочек и не девочек, которые привыкли, например, к другим маркам или привыкли к другому сегменту, на самом-то деле в Батуми купить вообще нечего. То есть есть некоторые, да, бренды, которые представлены, но они представлены по каким-то заоблачным ценам, ну прям слишком. И я когда переехала в Батуми, я сначала была такая немножко, ну там, я не знаю, расстроенная, да, потому что купить, как мне казалось, нечего. И начала искать варианты. Я, в принципе, такой деятельностью занималась и в Украине. И начала искать вот варианты, каким же образом мне откуда-то что-то для себя и привезти. Сначала это была первая, да, как бы моя такая закупка. Я привезла продукты итальянские. У меня эти продукты разобрали, там, я не знаю, с руками и ногами за 3 дня, потому что, естественно, итальянские сыры стоят в Италии очень дешево. И как бы, поскольку я их привезла, в принципе, в руках, у меня-то и расходов никаких не было. Ну, там немножко была история, за перевес заплатила. Ну, ладно, это такое. Издержки профессии. Я такая подумала, неплохо, неплохо. Я еще хотела что сказать, да, вот насчет людей, которые переезжают. Не нужно недооценивать как бы рынок и спрос, потому что у меня есть там контакты, я работаю с байерами итальянскими, и сначала мне все задавали вопрос: Наташа, да кто у тебя там типа Дольче Габбана в Батуми покупать будет? Ну вот серьезно. Я тоже так считала, потому что у меня еще, когда я только переехала, был круг общения, да, как бы небольшой, и я ориентировалась, наверное, там только на какие-то посты в Фейсбуке, каких-то барахолках, где все пишут, что все всегда плохо, все плохо и все плохо. И потом, как бы со временем, я поняла, что я ошибалась. Поэтому Кто у тебя в основном клиентки? Откуда девочки? В основном Россия, Украина, Беларусь, Грузия есть, да, но девочки, которые там замужем за грузинами, да, но в основном это экспаты, в основном. То есть у меня сейчас и приезжие, которые, в принципе, привыкли, да, к таким брендам и хотят их покупать, и хотят покупать их по приемлемой стоимости. Есть люди, вот девочки, которые фрилансеры, они говорят, что они вообще не хотят морочиться ни выборами, ни поисками, да, у них есть запрос, я должна его отработать на 200%, потому что на 100 завтра будет уже недостаточно. Поэтому сейчас вот моя новая, да, профессия стилист, когда я уже не просто продаю для девочек, да, одежду, и для мальчиков тоже, да, то есть в основном это девочки, которые покупают нам туда для своих мужей. То есть здесь уже как бы такой идет как бы услуга под ключ, потому что у меня есть еще образование психолога, и это очень сильно помогает мне в моей работе, потому что все-таки я стилист и байер, который всегда делается акцент на том, что недостаточно для женщины подобрать платье просто по типу ее фигуры. Очень важно проработать вот эту вот психологическую составляющую и подобрать ей ту одежду, которая откликнется ее душе. Это крайне важно, и всегда я это ставлю на первое место. Кажется, сейчас мы уже дойдем, да, до офиса уже чуть-чуть. Да, доходим. Камаджоба. Рагорагар. Это чисто грузинская тема. Вот такая вот Очень улочка у прикольно, нас. да. Да. В Грузии вот это вот все. У меня вот я люблю рассказывать эти истории. Девчонки вам поют песни. Я говорю, когда меня спрашивают, ну а как ты в Грузии, а какая это Грузия, я говорю, слушайте, ребят,
Ну, вы видели, например, чтобы в Украине днем мужчины в ресторане танцевали гопак, например? Ну, вы видели? Нет, я говорю, ну а в Грузии это как бы, ну вот так вот, да, там просто какое-то застолье, это не обязательно какая-то ночная вечеринка. Люди танцуют национальные танцы. Ну, блин, ну это круто, ну реально это круто. На это хочется смотреть и смотреть. Я сама занималась грузинскими танцами, когда приехала, потому что я думаю, ну как это, ну все танцуют, а я сижу. Ну хотя бы пошла как бы освоить какие-то азы. Скажи, пожалуйста, как у тебя с питанием здесь? И вообще, как ты бережешь фигуру? О, Потому что в Грузии... вот бережешь фигуру, с этим- это не о Грузии, ребят, это серьезно. вообще проблема. Я говорю, единственный минус, который я говорю своим подписчикам, вот для меня лично, Это хинкали в это фигуре, просто да? проблемы с лишним весом начались здесь. Мне кажется, знаете, вот это как бы и минус, и плюс, потому что минус, конечно, да, надо знать меру, особенно когда ты только приехал, тебе хочется это все есть. Но здесь же еще Есть, в культуре есть, заложено да, то, да, что да. если ты приходишь в Типа гости, застолье 5 часов, как бы это нормально. Это просто Да. как бы 5 пообедали. литров да? вина, это тоже Да, нормально. это тоже неплохо. Ну, то есть, например, то, что касается еды, как мне кажется, качество самого продукта, даже там, я же смотрю, та же молочка, что-то такое, оно здесь лучше, чем в Украине. Ну, это по моим как бы личным каким-то наблюдениям. То есть еда вкусная, еда классная, ну реально, ну тут как бы без вариантов, и причем тут, во-первых, не то, что там стоимость низкая, да, в заведении, порции большие. То есть, например, если вы приходите, вы заказываете овощной салат, то закажите его одну порцию, ну, просто изначально. Потому что я помню, мы первое время, как приходили, мы заказывали там каждому по порции чего-то. Это вообще просто такая там, я не знаю, на огромную компанию порцию, поэтому как бы нужно учитывать. Конечно, спорт и пешие прогулки в первую очередь, потому что набережная огромная, набережная красивая. Ездим Ну вот мы- даже мы в старом городе идем, посмотрите, брусчаточка. А Батуми, он сам просто про прогулки, да, я так думаю. Вот абсолютно, вот на 200%. Я вот почему я не езжу, ну, не езжу на машине, потому что, ну, во-первых, здесь негде ездить. Ну, то есть это просто проехать 3 квартала, чтобы потом искать, где припарковаться. С парковкой проблемы Но всегда. это еще сейчас туристов нет, а когда туристы и сезон, когда? Короче, я даже в дождь, вот как говорят, да, там в Батуми, когда дождь, делать нечего. Ребят, хорошие резиновые сапоги, там зон, иди гуляй, точно так же я вот даже, ну, вот я с детьми, я всегда в дождь гуляю. Ну, всегда, то есть, ну, это дождь, это не какая-то, да, там, не какой-то цунами или какое-то, да, там, стихийное бедствие, это просто дождь, как бы. Что тут еще по влажности? Вот как у вас говорят, ну, тут говорят, Батуми это очень влажный город. Я на деревья вот смотрю, они все такие мхом поросшие. Да, влажность есть, и В квартирах иногда как вот? бывает грибок в квартирах. Ну, как бы, ну, я не скажу, что это какая-то там ультра. То есть, ну, это просто, это не проблема. Ну, на самом деле, не проблема. По этой же улице, немножко дальше мы живем. Парикмахерскую не будем твою проходить? Не будем. Она на Гаргеладзе. Могу посоветовать. Салон называется Шерни. Ну, на самом деле... Скинешь мне ссылку? Да. Да, я вот еще как раз утром была у них. И, ну, на самом деле, девочки, прийти просто в салон, там тебе предлагают кофе или чай. И у них еще Маникюр вот сколько это- твой стоит? Маникюр я плачу 30, ну, 30, да, 30 лари. Это гель покрытие у тебя? Да, но я обычно покрываю всегда как бы такой только базой. Этот домик такой мне нравится. У тебя где-то Это фотография департамент есть. туризма. Кстати, Да? насчет департамента туризма. Я когда открыла офис, он здесь рядом совсем, Мгм. все такое стучат мне, я такая думаю, боже, ну что я уже нарушила? Стучит мужчина такой, я открываю дверь, он говорит, мы вам решили принести подарки. Я говорю, а вы это как бы кто? А мы вот ваши соседи, департамент туризма. Я, короче, целый пакет всякой сувенирки, там 10 ручек, чашка, какие-то браслеты, календари, там, тарелочки, еще, ну, то есть, ну, прям вообще, я говорю, ребят, ну, честно, ну, спасибо, ну, мне как бы очень. Да, вот мы Вот, подходим смотрите, уже. какая красота. Мы подошли к Наташиному офису. Вот смотрите, вот еще этот из минусов. Что? Вот это были горшки для цветов. Здесь росли цветы. А, И у меня их украли. цветы украли? Я- То есть у тебя тут были горшочки Вот, в у них меня были стояли, да? горшки, и здесь стояли цветы, да. Я их И ты больше не практикуешь, да, новые я ставить? потом, да, решила уже, что как бы, ну, я немного расстроилась, поэтому, да. Наташ, ты сама перекрасила фасад? Нет, он был покрашен. Я когда искала себе помещение, я почему-то как-то себе представляла бирюзу. Вот мне так хотелось что-то типа в цвете Тиффани. И когда я пришла смотреть это помещение, ну я сразу Всё, поняла, идеально это подошло. мое, да. У меня очень хорошие здесь хозяева. Они здесь же наверху и живут.
просто великолепные люди, настолько мне повезло, они мне помогали там и ремонт делать, они все время мне что-то, они меня кормят грузинской едой, ну то есть они такие прям очень-очень приятные люди. В общем, тебе бизнес вести в Грузии комфортно? Очень комфортно. Во-первых, и по, вот, например, какой-то отчетности, да. По налогообложению, вот скажи, что ты? У меня есть бухгалтер, Угу. она вот сдает отчеты, я хотела это сама делать, там вроде ничего сложного, но потом я подумала, там грузинский, все на грузинском, там ну, иногда сложности возникают. Ну, я ей плачу вот 15 лари в месяц. Сколько? Вообще смешные деньги. Ну да, то есть она просто сдает этот отчет и все. Мне, ну зачем, как бы, я считаю, что ну, нужно вести бизнес всегда как бы официально. Я за это, потому что, ну, опять же. Получается, ты открыла в юстиции индивидуальное предпринимательство. Да. Сейчас вот буду переходить немножко там на другую систему. Форму там, поменяешь. Там, я честно не знаю. Говорю, Ну что, пойдем? Надо перейдем. Да, проходите. Можно там марафет наведут? Нет, нельзя. Все, уже поздно. Ну какая женщина у нее тут золотая. Золотая. Эти, кстати, женщины, это все, я здесь все делала своими руками, все делала сама. Вот и ремонт, и вот этих женщин я перекрашивала. Вот эту мебель, это были просто из юска, короче, стеллажей, я вот эти все им приквинчивала. Ножки красивые, винтажные. И вот это, да, и вот этот, короче, вот эту полку тоже, это она была вообще какая-то, я ее там БУ купила, вот я привинтила ножки, ручки, ну, в общем, тут все такое, самоделки. Олина картина, смотрю, или Олина это ты картина. рисовала у нее? Не, это Ольга, это у меня продаются они эти картины. А, продаются. Да, девочки оставили на продажу. С Олей я тоже делала интервью. Наташа, получается, вот я косметику недавно приобрела у Наташи, здесь и помады, и тушь. Так что, девчонки, если кому-то что-то нужно, обращайтесь к Наташе. Шампуни, кстати, вот эти тоже хорошие. Мне, Наташа, понравился, мне надо у тебя взять шампунь. Вот у меня есть вот для клиента, можно поддушиться. Такая мелочь, а приятно. То есть, если вы просто вышли и забыли. Если вы пришли, Да, если вы как пришли. Наташа говорит, Нет, женщина без духов, это женщина Да. вышла голая. Да, если вы не одеты, можете зайти ко мне одеться. Ну, вот как-то так. Как-то так. Такое зеркало, получается, да, Да, маленькое? у меня здесь немножко беспорядок, потому что приехали посылки, и вот я еще их просто не успела разобрать. Они еще в таком валяются немного. Так что да, мне Ну здесь вот. очень нравится, мне здесь как-то так уютно, комфортно, у меня здесь можно кофе попить. Ну ты тут не сидишь же целыми днями, в основном, Они да? все целыми днями, но вот, мне многие говорят, да ты могла бы онлайн работать. Я говорю, я не хочу, я хочу, чтобы было место, куда я пришла, и мне хорошо, и клиентам моим. Мне многие приходят, говорят, слушай, Даш, у тебя так хорошо, так спокойно, мы кофе пьем, мы разговариваем, ну это очень приятно, очень приятно. Ребят, ну все, мы прощаемся с вами. Оставляю все контакты под видео Наташи. Простите, конечно, нас, непрофессиональных видеооператоров, за качество съемки. Может быть, где-то звук. Сейчас опять мы сюда вышли, и тут начало что-то Вы знаете, свербить. что Батуми это город ремонтов, где постоянно что-то строят. Вот видите, это просто подтверждение тому. Но это не делает Батуми хуже. Так что приезжайте, всех ждем. И вот Василины, подписчики, которые есть, пишите. Всегда мы готовы на какие-то встречи вас с собой пригласить, взять, помочь как-то социализироваться, потому что тоже проходили этот путь и понимаем, что это как бы очень важно. Поэтому мы всегда с вами. Ой. Вам спасибо большое. Ребят, не бойтесь, приезжайте в Грузию. Здесь вы 100% найдете единомышленников, найдете близких по духу людей. Но как минимум уже я и Василина, у вас есть, подписывайтесь на нас, пишите. То есть мы в любом случае всегда открыты к диалогу, и повести вас на какую-то встречу, повести с собой, представить и тому подобное, это вообще как бы мы сможем, потому что сами проходили вот этот путь какой-то социализации, да, в новом месте, и понимаем, что это может быть кому-то тяжело, всегда готовы вам помочь. Если вы собираетесь приехать в Батуми, можете обращаться к нам по любым вопросам. Аренда квартиры, апартаментов. Мы расскажем вам, где попробовать самый вкусный хачапури по-аджарски. С нами вы вкусите самое лучшее грузинское вино. Для вас мы составим персональный туристический маршрут. В общем, обращайтесь к нам в WhatsApp. И будьте уверены, мы познакомим вас с нашим любимым городом так, что вы влюбитесь в Грузию и Батуми, так же, как когда-то влюбились мы. Окончательно и бесповоротно. Уважаемые подписчики, мы создали запасной канал, который назвали Василина и Вахтанг в Батуми.
Иногда каналы блокируют, поэтому подпишитесь, чтобы не потерять нас. Ссылку на канал мы прикрепим под этим видео и в описании канала.